Всем привет, меня зовут Слава и вы на канале про доспехи. В этом видео я расскажу, как на поля сражений Первой мировой войны вернулось Средневековье, а в конце видео проверю, насколько эффективно можно рубить лопатой. Мечи, секиры, доспехи, арбалеты – все это ассоциируется исключительно с военным делом древности и средневековья. Ну там рыцари и все такое. А Первая мировая война – это сражение с использованием передовых военных технологий того времени. Казалось бы, с мечом против пулемета не навоюешь. Но самое забавное, что Первая мировая война еще и связана не только со средневековьем, а и с фэнтези. Не, там не призывали злых духов и эльфы не защищали мир Средиземья от орд тьмы. Дело в том, что на Первой мировой войне служил молодой парень. Его звали Джон Рональд Роуэлл Толкин, который станет родоначальником жанра фэнтези. Жанр, в котором будут не только писать книги и снимать фильмы, но и делать игры. Кстати, компьютерные игры настолько эволюционировали, что теперь их делают даже для смартфонов, как, например, Raid Shadow Legends, которая является спонсором этого видео. Используйте мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать Raid себе на смартфон или ПК. Испытайте себя в нескончаемых турнирах, соревнуйтесь со всем сообществом игроков Raid, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема, со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А еще в мае Raid запускает патч 1.15, который откроет новые возможности для турниров на арене. Зарабатывайте очки в соответствии с вашим уровнем и выигрывайте потрясающие награды в локальных и глобальных турнирах. Скачивая Raid по моей ссылке, вы поддержите мой канал, а кроме этого получите крутые бонусы. 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Секача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Развитие огнестрельного оружия радикально изменило военное искусство. Для начала рассмотрим, как, начиная со средневековья, изменялся вид военных действий. Уже в XIV веке на поле боя появились первые орудия. Первой большой полевой битвой, где раздался грохот пушек, стал триумф англичан при Креси 1346 года. На рисунке первая примитивная пушка, стреляющая оперенной стрелой. Реконструкция. В следующем 15 веке начинается активное использование не только пороховой артиллерии, но и ружей. На рисунках первые образцы так называемых ручниц, фитильных ружей. Конечно, холодное оружие и доспехи не прекратили развиваться. Во время осады использовали не только пушки, но и метательные машины. Небольшая надежность, малая точность и дальность стрельбы ручного огнестрела поначалу не вызывала доверия. Начиная с 16 аж по 19 век, оружейники продолжают создавать комбинированные системы, совмещая огнестрел и холодняк. Мутанты получались невероятные, хоть сейчас во вселенную Вархаммер. Например, топор, совмещенный с пистолетом, в качестве абордажного оружия дожил аж до 19 века. А здесь палица, совмещенная со стволами, снабженная к тому же еще и пикой. Боевой молот, комбинированный пистолетом с колестовым замком. Невероятное сочетание двузубых вил и клевца с огнестрелом. Гномам и дворфам наверняка понравилась бы такая кирка, которая могла еще и стрелять. В конце концов, огнестрел комбинировали с длинным клинком, шпаги или меча. На поле боя с 16 века пехота массово вооружается аркебузами и мушкетами. Перезаряжались они долго, стрелки требовали прикрытия пикинеров, но постепенно на нет сходят доспехи. А совершенствование ружей, которые уверенно пробивают средние по качеству доспехи, постепенно приводит к отказу от кирас и шлемов. Поначалу рыцари и латники пробовали защищаться от нового оружия, усиливая и специализируя доспех. Ведь выстрел из тяжелого мушкета просто выворачивал прекрасную максимилиановскую броню наизнанку, что было показано в битве при Павии 1525 года. На рисунке испанская пехота с мушкетами и аркебузами отражает атаку лучшей в мире французской рыцарской конницы. В конце концов, и в пехоте, и в кавалерии от доспеха отказались. Лишь кирасиры, имевшие на вооружении нагрудники и каски, просуществовали до 20 века. Главная причина проигрыша брони была в том, что армии нового типа были массовыми, а элитарный противопульный доспех стоил невероятных денег и был по карману только аристократам. А жизнь солдата, мушкетера, стоила куда меньше. В XVIII веке к вооружению пехотинца добавился штык,
позволявший вести рукопашный бой и стрелять одновременно. На рисунке багинет – кинжал, вставляемый в дуло мушкета, предок штыка со втулкой. Вот мы и дошли до 20 века, когда казалось, что военное дело навсегда ушло от концепции массового рукопашного боя, доспехов и ставки на холодное оружие. Да, при штурмах и атаках все еще кололи штыком, рубили саблями и тесаками, но доля убитых холодным оружием уже в франко-прусской войне 1870 года не превышала 1–2%. К Первой мировой отголосками рыцарства оставались кирасиры. Правда, кираса не спасала от картечи. Но вот грянул 1914 год. Началась Великая или империалистическая война. Естественно, что она станет мировой, к тому же первой, еще не знали. Невиданные до того времени многомиллионные армии, оснащенные пулеметами, дальнобойными гаубицами и аэропланами, столкнулись на огромных пространствах. В Западной Европе соперники быстро стабилизировали фронт и перешли к так называемой позиционной или окопной войне. Впору вспомнить траншейных бойцов 16-18 века комиссадес с рандашами и фонарными щитами. Кстати, про такие щиты есть видео на канале, ссылка в описании. Тысячи километров траншей перегородили Европу от моря до Альп. Штурмовать такие укрепления с длинной винтовкой со штыком было неудобно. В тесном, узком пространстве с эдаким копьем не развернуться. Так возникла идея штурмовых групп, спецназа Великой войны. Снаряжение штурмовиков было очень разнообразным. Прежде всего, короткоствольный огнестрел, пистолеты-револьверы и ручные гранаты. К концу войны наладили производство пистолетов-пулеметов, но главное отличие от бойцов предыдущих столетий было как раз возвращение к давно забытым средневековым тактикам и приемам боя. Стало ясно, что рукопашного боя в тесноте не избежать, и штурмовики начали массово вооружаться холодным оружием, а также носить доспехи. На рисунке немецкая штурмовая группа в кирасах-бронежилетах из нескольких сегментов, на головах стальные шлемы. А здесь их итальянские коллеги. Бронежилет и каска, использующиеся в армии и полиции до того времени, не защищали штурмовика от мощного выстрела, но пистолетную пулю или осколок держали уверенно. Были попытки сделать сверхмощный доспех, державший винтовочную пулю, но он оказался очень громоздким, тяжелым и неудобным. Любопытно, что подобные доспехи из подручных материалов соорудил известный бандит Австралии 19 века Нед Келли. Сравнение со средневековьем и рыцарями было подхвачено пропагандой. Фото реконструктора в доспехах средневековья и штурмовика, 1916 год. Это как бы символизирует проявление уважения доблестных рыцарей минувших дней к солдатам Первой мировой. Вариантом доспеха был щит-бронежилет. Его можно было вешать на грудь или укрываться как за бруствером. Вполне себе средневековая повеза на новый лад. Да, а еще часто применялись боевые отравляющие вещества и снаряжение дополнялось противогазом. Кстати, корпус смерти Крига из вселенной Warhammer 40 000 как раз срисован солдат Первой мировой. Пехотинец 41-го тысячелетия в противогазе и доспехах. Специальные доспехи получили и танкисты. Их основой стала каска с забралом, часто кольчужным. Бронежилеты делались из отдельных мелких пластин, соединенных кольцами и скобками. Кольчужная бармица или перфорированное забрало должно было защитить от свинцовых брызг пуль или кусочков брони танка, разлетающихся во все стороны. Шлемы Первой мировой часто были похожи на рыцарские, швейцарская модель с забралом. Немецкий шлем с рожками для крепления противопульной пластины. Иногда на рожки крепили и забрало. Шлем по мотивам итальянского армета. Французский шлем с полузабралом. Каска типа средневековой шапели. Глубокая шапель и вариант бацинета в исполнении Первой мировой. Немецкая каска с эрзац-забралом из ламинарных пластин. Нагрудник, стальной щиток и каска с противопульным усилением. В ролике о фонарном рандаше уже упоминалось о траншейных ножах. Для штурмовиков изготовлялись самые разные варианты тренчнайфов, то есть окопных ножей. Траншейный нож совмещен с наручем. Ножи, совмещенные с кастетом. Самый простой вариант – согнутая арматурина, петля которой формирует защитную дужку. Были и фронтовые эрзацы и фабричные партии ножей. Также тренчнайфы производились из штык-ножей уставного образца или устаревших к тому времени пехотных тесаков.
В последнем случае клинок тесака разрубался надвое, и из него перетачивали два ножевых клинка. В ход могли идти сами непеределанные тесаки и длинные штык-ножи. А вот из средневекового опыта напрямую позаимствовали разнообразные булавы и моргенштерны. Это также были крайне разнообразные модели от кустарных до фабричных. Боевая часть такого оружия могла иметь ребра и шипы. Ударная часть из зубчатой шестеренки. Широкий выбор убивашек окопной войны. Третий справа – пружинный кистень, гибкая булава кустарного производства. Зарисовка боя очевидца сражения. Французский бронежилет, каска и граната против австрийского Моргенштерна. Шарж на штурмгруппу. В ход часто шел шансовый инструмент. Саперные лопатки, топоры и кирки. Серпами и сечками могли рубить колючую проволоку, а могли и врага. Туземные солдаты Британской империи использовали национальное оружие, например, как непальский кхукри. Метательное оружие древности сподвигло на изобретение флешеты, стальной стрелки, сбрасываемой на головы врага с аэропланов. На рисунке инструкция по выбросу, как арбалетный болт, только не для арбалета. Рисунок кавалерии под дождем флешет. Для метания гранат использовали рессорные катапульты или пружинные арбалеты. Вот таким вот образом Первая мировая показала, что хорошо забытое старое может пригодиться в эпоху современной войны. Но я же понимаю, что вы здесь не только ради того, чтобы лекции слушать. Поэтому сейчас мы кое-что проверим. Первая мировая война – это в первую очередь позиционная война, то есть окопная. Скорее всего, лопат там должно было быть много. Короче, у меня есть заточенная лопата и тупая лопата. И сейчас мы проверим, как вообще лопата может пробивать одежду и мясо. У меня 3 куска свинины, которые я сейчас примотаю к нашему мешку. В мешке немного песка, и вообще столб немного шатается, символизируя таким образом тело человека. Мясо я оставляю в пакете, потому что его нужно будет вернуть на кухню. Одежда тоже может выступать своего рода доспехом, а тем более плотная. Я не изучал точно вопрос, какая одежда была на солдатах Первой мировой, но скорее всего это могли быть шинельного типа пальто или куртки. Поэтому я беру остатки от моей стеганки, которая была уже немножечко в краш-тесте. Здесь есть часть, которая еще не тронута, не порезана, поэтому как раз она и будет служить примером одежды, которая может быть на бойце, который должен драться против лопаты. Манекен готов. Теперь нужно закосплеиться под такого сурового пехотинца Первой мировой. Так, что мне такого надеть? Я уже говорил, что у меня 2 лопаты. Одна заточенная, другая просто обычная лопата. Сейчас буду рубать обычной лопатой. Так, ну, лопата как лопата. Центр массы смещен больше до края. Вообще она легенькая. Так, колоть ею, я думаю, смысла особого нету. Хотя, таким образом вы можете отпихивать своего противника. А если у противника открыто горло, то можно, в общем-то, ранить горло. Ну, в принципе, ничего не происходит, просто разлазится. Я думаю, что даже кости не поломаются от такого удара. Теперь берем заточенную лопату. Короче, лопата вон, отрезает. Попробуем тычковый удар. Не, ничего такого. Короче, надо рубить. Да, я тут разрезал и мясо, и стеганку. О, кусочек мяса. Оба. Фу. Вообще я не знаю, зачем я нацепил кольчугу.
такого они не носили, это точно, тем более, что это вообще-то юбка. Но выглядит она клево, по-моему, модно, как-то стильно. Я тут так порезал, аж мешок прорезал, и тут теперь песок. Мне же мясо сохранить надо. О, блин. Бляха-муха. Вот это мне влетит. Знаете, правильно тестировать на пенечке, потому что там потом мясо не в песке. Вот здесь кость, край кости срезала, это ребрышки свиные. И просто кусок кости обрезала эта лопата. Здесь на стеганке было 2 слоя крепкой двунитки, которая простегана, и, наверное, 2 слоя ватина, который сам по себе тоже плотный. И прорезы здесь сантиметров по 20, который свежий. Здесь прорез сантиметров 20, здесь сантиметров 15. Ну, короче, лопатой можно нормально валять. Да, это, конечно, не лебарда, не полекс, но если нет ничего под рукой, то, в принципе, это, наверное, хороший вариант. Это у нас получается древковое оружие, и одно из главных достоинств в том, что вы можете держать на расстоянии, удерживать противника, толкать его, что на самом деле не супер сложно. Да и неспроста копье считается самым древним оружием и самым эффективным, потому что, по сути, оно имеет только наступательную функцию. Копье, не лопата. Человек, который воюет с копьем, он мотивирован в первую очередь на удар, на атаку. И во вторую очередь уже там на какие-то защиты, тем более копьем особо не позащищаешься. Поэтому вся стратегия сводилась к тому, что просто максимально быстрее убить своего противника. Или держать его на расстоянии, чтобы он не убил вас. И скорее всего, если уже вам пришлось вступать в бой с лопатой, то, наверное, тут будет присутствовать тот же самый принцип. То есть удерживание на расстоянии и попытка нанести как можно быстрее летальный урон. Короче, если очень надо, можно зарубить и лопатой. При большом желании. Ну и пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо патронам и патронессам, которые поддерживают этот канал. Однозначно это помогает мне делать видео. Спасибо. Хайпанем немножечко.